Здорово, народ! И это обзор на самые амбициозные и желанные волейбольные кроссовки в мире на данный момент, а именно Asics Meta-Rise Tokyo. Погнали! Хотелось бы начать с того, что Asics заявляет эти кроссовки как самые прыгучие и способны увеличить ваш прыжок до 3%, благодаря множеству технологий, используемых в этих кроссовках. Так ли это в действительности, мы сейчас попробуем разобраться. Начать хочу с того, что в первую очередь бросается в глаза, увидев эти кроссовки, а именно высокий и закругленный каблук. И если их сравнивать с другими волейбольными кроссовками, то действительно разница очень большая. Но самое важное в данном случае, это действительно удобно и способствует лучшему подшагу при прыжке с разбега. Для понимания вот несколько примеров с техникой прыжка с пятки. Основной особенностью является то, что прыгун должен совершать прыжок вертикально вверх. В таком случае перекат предпоследнего шага идет с пятки, поставленной под углом порядка 45 градусов. Но если основная задача прыгуна преодолеть максимально большое расстояние вперед, то данный каблук бесполезен, но в волейболе таких прыжков нет. Это скорее специфика данков со штрафной линии. Также важно учитывать, что это особенность техники прыжка. Если ваш прыжок совершается с небольшого подшага, то данный эффект каблука будет для вас также незаметен. Чем длиннее ваш подшаг, тем актуальнее для вас данная технология. Если в ваших кроссовках материал пятки выполнен из другой резины, нежели основная подошва, то могут произойти проскальзывания при постановке ноги под таким углом. От меня железный 10 из 10, так как у меня техника широкого шага, и я ощутил разницу уже на первой тренировке. Следующее, что бросается в глаза на этих кроссовках, это пластиковые крылья, на которых написано Rise Truss, а сама технология называется Truss System, расположенная в передней части с переходом на боковые стороны в виде двух крыльев. При первом надевании вы испытаете для себя что-то новое. Обычно хорошая фиксация в кроссовке идет за счет твердого стакана, но здесь ваша нога как будто вставляется в специальный слот, и эти самые пластиковые вставки создают приятное ощущение плотной фиксации стопы. Эта же технология отвечает за торсионную ригидность, не позволяя кроссовку скручиваться, тем самым увеличивая весовую категорию потенциальных пользователей данной модели. От меня 10 из 10 за крылья, фиксирующие стопу. Отдельное спасибо хочется сказать интернет-магазину Kinach Sport за предоставленную возможность протестировать данные кроссовки. Если у вас есть желание приобрести себе Meta-Rise или форму, в которой мы играем, то в описании вы найдете все необходимые ссылки. Кроссовок выполнен в виде мононоска, поверх которого расположен защитный чехол, позволяющий с помощью шнуровки подстраиваться под вашу анатомию стопы и плотно зафиксировать ее. Первый ряд шнуровки выполнен по технологии Dyno Wrap, расположенная в носочной части кроссовка и предназначена для удержания ноги, обеспечивая максимальную поддержку и посадку. Фиксирующие петли вшиты в подошву кроссовка, поэтому фиксация очень плотна. Следующие три петли расположены на защитном чехле, укрепленные резиновыми вставками с внешней стороны и проклеенные с внутренней, для защиты от деформации и растяжения материала во время эксплуатации. Последние две петли размещены на набивочном материале внешнего чехла и позволяют плотно зафиксировать голеностоп, не создавая дискомфорт. Благодаря данному решению кроссовок попадает в категорию, когда его нельзя назвать низким, но и высоким он не является. Я не люблю низкие кроссовки по причине того, что у меня была травма голеностопа, и я долгое время носил только высокие. В Meta-Rise фиксация голеностопа на уровне с высокими кроссовками, точно такая же, как в Mizuno Momentum, в которых я играю последний год. На внешней части кроссовка логотип Asics выполнен из плотной резины для дополнительной жесткости конструкции и предотвращения растяжения внешнего чехла. На внутренней части логотип нанесен в виде наклейки. Места повышенной нагрузки защищены дополнительным резиновым слоем, а весь контур кроссовка проклеен. За фиксацию и посадку 10 из 10. Теперь поговорим о вентиляции. Мононосок выполнен из сеточного материала, в области шнуровки он особенно хорошо просматривается. Внешний чехол выполнен из материала Mesh Upper, напоминающего плотную клеенку с мелкой перфорацией. В подошве присутствуют два отверстия для дополнительной циркуляции воздуха. Вытащив стельку, можно увидеть 8 отверстий в середине кроссовка, но сама стелька не имеет отверстий, так как выполнена из материала, пропускающего воздух. Для большего понимания, во время первых съемок на улице было плюс 37 градусов. При этом я играл в плотных волейбольных носках, и я даже ни разу не задумался о том, что ногам жарко. Наоборот, ощущения были очень комфортны для таких климатических условий. 10 из 10 за вентиляцию. Теперь поговорим о сцеплении. Сказать, что оно идеально, ничего не сказать. На слегка пыльном паркете с коробки цепляют так, что складывается ощущение, как будто ходишь по полу намазанным медом. Но как только подошва наберет на себя пыль, придется протирать их руками. В
подошве Metarize используются специальные материалы для улучшенного сцепления даже на мокрой поверхности, но ощутить всю прелесть в старых пыльных залах будет затруднительно. Придется протирать подошву каждые 10-15 минут. На специализированных паркетах эти кроссовки раскрываются с новой стороны, превосходное сцепление, ни намека на проскальзывание. На подошве присутствует Pivot Points, или опорная точка, разработанная для максимальной маневренности. Она позволяет избежать блокирования обуви и обеспечивает полное вращение тела, снижая риск получения травм. Меня много раз просили протестировать топовые беговые кроссовки Asics, как раз ради того, чтобы рассказать свое мнение о пене Flight Foam, который используется в этих кроссовках. Flight Foam разработан с использованием органических суперволокон, которые отвечают за адаптивную амортизацию с каждым шагом, и используется в топовых беговых кроссовках, таких как Gel Kayana, Nova Blast, Gel Nimbus, Metaride, GT1000, 2000 и так далее. На данный момент она является одной из лучших амортизационных технологий, используемых в кроссовках. Лично у меня нареканий амортизация не вызвала, но как показывает практика, бывает, что со временем материал стаптывается и вся магия амортизации проходит. С пеной Flight Foam я сталкиваюсь впервые. Поэтому хотелось бы через пару недель сделать еще одно видео или пост и рассказать в нем, как ведут себя кроссовки спустя месяц эксплуатации. Вполне возможно, мнение изменится. За амортизацию в пяточной области отвечает специальный гель на основе силикона, который очень эффективно поглощает удары. Мой прыжок сам по себе очень мягкий, и полноценно прочувствовать этот гель я не смог. Амортизации поставлю 8 из 10, со знаком звездочки. Во-первых, она непривычно мягкая для волейбольной обуви. К ней нужно немного привыкать. Это действительно хорошая амортизация, но вау-эффекта я не ощутил. Во-вторых, не хочу делать поспешные выводы, и лучше дополню их в следующем обзоре. А теперь переходим к самому интересному, реальному сравнению Metarize с другими кроссовками. Для того, чтобы узнать, увеличивают они прыжок или нет, было проведено два теста. На специальную линейку в кроссовках Mizuno Momentum я совершил 10 прыжков с отдыхом в 1 минуту, после чего пытался побить установленный результат уже в Metarize, параллельно замеряя все прыжки на датчик VERT. Кому интересно, обзор на него можно посмотреть по всплывашке в верхнем углу. Сейчас на своих экранах вы видите результаты по датчику. Как можно заметить, разница оказалась существенной. Лучший результат отличается на 6 см, средний на 2 см. Важно помнить, что у датчика бывает погрешность в пару процентов. Именно поэтому я прыгал на линейку. Зафиксировав эталонную высоту в моментумах, я совершил 10 прыжков в Metarize, но так и не смог дотянуться до установленной планки. Как мне кажется, это обусловлено тем, что в моментумах я тренируюсь уже больше года и максимально привык к тому, как они сидят на ноге. Прыгая в Metarize, я до последнего был уверен, что смогу перебить ту высоту, которую установил в Mizuno, на пару сантиметров. Но, возможно, сказался карантин и продолжительное отсутствие нормальных тренировок. Также могла повлиять моя травма, с которой я все еще восстанавливаюсь и подсознательно стараюсь лишний раз не нагружать колено. Прыгая в зале Bright Fit, где резиновое покрытие постелено поверх бетона, мне показалось, что кроссовки не так себя проявляют, как на паркете. Поэтому в идеале позже провести замеры в хорошем зале. Также, тренируясь в старом зале, я умудрился надорвать небольшой кусок подошвы. Не считаю это виной самих кроссовок, но это первые кроссовки, которые получили подобное повреждение в этом зале. Скорее всего, это связано с материалами, используемыми в составе самой резины. Однозначно, эти кроссовки не предназначены для тренировок в подобных залах. И если вы делаете это осознанно, то нужно понимать, что время их использования может очень сильно сократиться. Дают ли эти кроссовки ощущение легкости в прыжке? Определенно да. Буду ли я в них тренироваться дальше? Конечно. И да, слева результат, показанный в моментумах, а справа Metarize. Если вы хотели купить эти кроссовки только ради того, чтобы высоко прыгать, имея прыжок в районе 50 сантиметров, к сожалению, чудо не произойдет. Они определенно снимают нагрузку с ног, тем самым уменьшая усталость. На профессиональном уровне даже такое небольшое преимущество может сыграть существенную роль. Не зря компания Asics подписала контракт с Юджи Нишидой. Его габариты и стиль прыжка идеально подходят под эти кроссовки. Вполне возможно, его пожелания и были взяты за основу. Итак, для кого они созданы? Для тех, кто высоко прыгает и совершает очень много прыжков. И предназначены для использования только в помещении на хорошем современном покрытии. Лично мне кроссовки понравились, и вполне возможно, данная модель изменит взгляды многих людей на волейбольную обувь, и мы все реже будем видеть баскетбольные кроссовки на профессиональных игроках. Я постарался максимально подробно рассказать и передать весь опыт, полученный мной за 1 неделю использования кроссовок. Надеюсь, видео вам понравилось. Вы поставите ему лайк и напишите свои мысли об этих кроссовках в комментариях. В течение месяца я сделаю пост о том, как проявят себя эти кроссовки после нескольких полноценных тренировок. Если изменения будут существенными, сниму видео. И не забывайте, в описании находятся все ссылки на товары из обзора. Как всегда, с вами был Егор Пупынин. До встречи в интернете.